Друзья, всем доброе утро! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Мы находимся в городе Арекипа. И сегодня мы отправимся на необычный карьер. Мы уже вышли из нашего отеля. В прошлом выпуске мы делали небольшой обзор на него, посмотрите. И отправляемся в это интересное место самостоятельно. Обычно туда берут экскурсии с гидом. Стоит примерно от $20. Но мы решили добраться туда самостоятельно. Прямой автобус, насколько мы знаем, туда не идет, поэтому придется ехать с пересадками. Садимся в автобус, друзья. Итак, все произошло очень быстро, потому что мы, как только дошли до моста, откуда отходит автобус, сразу же он пришел. Поэтому не было времени рассказать. Да, нет времени думать, нет времени сказать. Как называется этот автобус, который нам нужен? Он называется Кона Норта. Кона Норта, да. И здесь из автобуса даже зазывалась девчат Кона Норта, поэтому вы его не пропустите. Такая локальная остановочка. И располагается эта остановка рядом с мостом, который я вам сейчас покажу. Большой красивый мост, вот. Все, вышли мы из автобуса, порядка 25 минут в пути. И сейчас мы вышли на повороте Лас-Кантерас, так называемый райончик. Сейчас нам нужно перейти дорогу вот туда и там сесть на автобус. Оставим все точки, кстати, на остановке, где мы садились на автобус, в описании под видео. Поэтому, если соберетесь самостоятельно ехать, для вас будет полезна эта информация. На этом шоссе увидели маршрутку. Спросили у водителя, не едет ли он случайно до карьера. Он говорит, да, еду, садитесь, 1 соль. На самом деле на перекрестке очень много транспорта, который идет в нужном нам направлении до именно этой каменоломни, Рута дель Сия, так она называется. Ну, сейчас нам ехать, судя по всему, совсем недолго. Следим по навигатору, по Google картам. Пока идем по указателям. Для туристов, как мы видим, налево. Поэтому берем левее с главной дороги. А пока мы, надо сказать, никого здесь не встречали, кроме грузовиков проезжающих. Слева, справа огромные белые скалы. Но вот уже на самом деле появляются интересные архитектурные решения. Минут 10, наверное, мы шли пешком неспешным темпом и уже, видимо, пришли к месту, откуда начинаются экскурсии. Здесь есть орел с крыльями, вымощенный из белого камня вулканического. Здесь уже есть люди, которым проводят, видимо, экскурсию экскурсовод. Различные фигурки, которых мы много еще должны встречать на нашем пути. Место интересное. Многие сравнивают это место с древним городом Петра, который в Иордании, но, конечно, здесь не столь фундаментально все. Также при входе на каменоломню необходимо оплатить входной билет. 5 солей. Сотрудник вам подходит, сразу же объясняет, рассказывает, что сзади это огромная птица кондор. Ну, а спереди другие различные скульптуры. Наверх к этой птице можно подняться. Выглядит она как настоящий кондор, даже чуть больше. Кондор, конечно, это огромная птица, но ее скульптура здесь еще больше. Интересно, конечно, здесь все так вырезано, выточено. Вот это когти кондора. Здесь уже и крылья. Все это сделано из белого камня. Также не забыли про воротник, который есть у птицы кондор. Белого цвета он здесь, но здесь вся скульптура белая. Группа туристов фотографируется возле буйволов или бизонов. Ну а мы их, пожалуй, обгоним. Пойдем дальше, чтобы не создавать вот такую вот давку. Какие-то скульптуры мы видим закрыты сейчас, но вот такие вот голуби, можно ими полюбоваться птичками. Все вырезано из белого камня красивого. На сайте Redbus можно посмотреть, как изготавливают эти фигуры, как вообще делают вот этот кирпич, очень интересный. И, кстати, очень важный факт, то, что город Арекипи, его исторические здания построены именно из этого красивого белого камня. А здесь мы видим уложенные кирпичи, сделаны по одной форме. Мы на видео видели, как их делают, вырезают специальным инструментом. Ну, да, нет, этим инструментом они как бы выпиливают, выбивают, да, но сверху кладут подобие пресс-формы такой, да, то есть эскиза
по которому они вытачивают каждый камень. Вот такими огромными ломами выбивают этот камень. Очень тяжелый лом, конечно. Я не знаю, сколько он весит. Килограмм 15, наверное. Сейчас мы можем наблюдать, как один из рабочих выдалбливает камни. Конечно, это очень тяжелый труд на палящем солнце, с очень тяжелыми приборами, с очень тяжелыми инструментами. Вытачивать, выпиливать эти камни с помощью лома, с помощью огромного молотка. Поднимаемся еще выше. Здесь уже пространство с огромным количеством фигур. Видим, что специальная такая зона, арена, в которой стекаются люди, смотрят эти фигуры. Похоже на викунью, да, или какого-то оленя. Ну а также здесь и лошади, и медведи, какие-то птицы. Также куда же без сувениров, которые выполнены, естественно, из камня. Различные таблички, брелочки, магнитики. И с вулканом есть такие статуэтки. Ну, а это вот не хомяк, а куй. Такое местное животное, которое здесь даже едят, представляете? Вход в эту арену, чтобы полюбоваться статуями, стоит 3 соли с человека. Поэтому сейчас отправим туда Томочку на экскурсию. Вот вы сказали, что таких несколько площадок, поэтому по очереди будем с Кириллом ходить. Да, тем более, на самом деле, видно все и за ограждением, в принципе, но можно подойти поближе. Зашла внутрь парка, вижу огромного льва, у которого под лапой человеческий череп. Искусно выполненная работа, правда, почему-то у льва сломан верхний и нижний зуб. Может быть, это даже сделано специально, может быть, он сломал свои зубы, а череп. Также у нас есть большой медведь с маленьким медвежонком, который кричит и, видимо, защищает своего маленького детеныша. Викуни, которых мы проходили. Викуни что-то среднее между ламами и альпаками, но он только больше размером. Тоже выглядит очень изящно. Так и хочется погладить, хоть они настоящие. Тоже, видите, маленькие викуни. У мамочки рядом. Большая лошадь. Здесь у нас еще одна большая птица, похожая больше на орла. А может, где-то тоже кондор. Красиво он, конечно, сделан. Тоже сжимает у себя в цепких лапах белку. Также здесь у нас еще есть краб огромный. И он борется с пауком. А, это не краб, это скорпион. Скорпион сражается с пауком. Такая скульптура. И дальше мы видим самое интересное. Это пытаются сделать еще одного льва, точнее его морду. Видите, какая тщательная работа. Измеряют сантиметром каждую линию, проверяют. И только после этого выбивают. Кстати, вот здесь вот рядышком я видела макет того, какая будет эта скульптура. Видите? Какая будет большая. Также у нас есть скульптуры местных жителей. Ну а на этом прогулка по этому небольшому парку скульптур у меня закончилась. И я иду обратно к Кириллу. Мне дали попробовать местное мороженое. Это сыр такой сладенький. И еще, когда покупаешь, посыпать сверху корицей. Такой маленький стаканчик стоит 3 соли. Ну и похож на мороженое, да? То есть это как мороженое с сыром. Да, по вкусу как, знаете, такой чай со специями, который часто встречается в кофейнях, либо будь то там Перу, в Колумбии, в Эквадоре, мы очень часто пробовали. Плюс поддерживаем местного производителя. Да, я слышала о том, что именно здесь продают часто это мороженое, и это был такой виш-лист попробовать его здесь. Сейчас мы проходим по деревянному мостику, перешли на другую сторону. Надо сказать, что здесь большая территория, широкая, здесь и машины проезжают, и люди гуляют. Сейчас подошел к нам гид и рассказал интересную информацию, что в скале, к которой мы сейчас подошли, видите, у нее высечены колонны, ворота, скульптуры человека мы видим, что это небольшая копия церкви, которая находится на главной площади в Арекипе, на которой мы вчера, оказывается, с вами были, а мы и не сразу узнали.
проходим еще небольшие парки со скульптурами. Вход в каждый из таких парков оплачивается отдельно. Здесь мы увидим скульптуры и верблюда, других различных животных. Чуть поодаль увидела статую, которая мне очень напоминает статую Иисуса Христа на Корковадо в Бразилии. Сейчас мы пришли в локацию, где вырезан из камня трон инков. Вот так он выглядит. Здесь стоит также табличка, что фотография здесь стоит 1 соль. Поэтому, если хотите сфотографироваться на троне как король, то можете потратить 1 соль и сделать фотографию. Правда, здесь мы еще видим, помимо трона, автомобиль. Вряд ли этот автомобиль тоже принадлежал инкам. Тоже написано 1 соль за фотографию. Гуляя под палящим солнцем, также приятно увидеть здесь беседки, которые расположены вдоль маршрута. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Также есть палаточки, где можно взять водички или что-то перекусить. Видим последнюю скульптуру в этом карьере. Всадница, которая оседлала ослика. В начале и в конце пути есть юрты, выложенные из камней, но это уже туалеты, которые предусмотрены. Здесь мы уже видим надпись «Солида», значит выход, поэтому не такой уж большой каньон здесь получается, то есть прогуляться можно, я не знаю, часа за полтора, неспешным темпом, сделать фотографии. Да, я читала, что экскурсия проходит вообще 4 часа, но может быть это с трансом сюда и обратно, да, непонятно. Но... Да, с трансфером, скорее всего. Читала, действительно, что люди гуляют здесь 4 часа. Ну, также, возможно, гид рассказывает много исторических каких-то моментов, что изображено. Ну, вот, а так сами приезжайте, не обязательно платить $20-25 человека. Можно доехать за... Кстати, мы не говорили, автобус стоил 1 соль. 1 соль с человека, то есть 2 автобуса, это 4 соли, плюс вход 5. Итого... И еще за 1 парк мы заплатили. Да, итого 10,9. И за 1 парк 22 соли. Умножаем на 20, получается 450 рублей. 450 рублей за двоих. Все в удовольствие. И никаких вам $50-60 платить не обязательно. Помимо того, что мы смотрим скульптуры, еще интересно находиться в таком самом неком каньоне, который с двух сторон окружен огромными глыбами этих камней белых. После каменоломни мы вернулись в город, в центр Арекипа. И сейчас мы вам покажем вкусный обед. Мы заранее посмотрели это местечко. Здесь подают тайскую и перуанскую кухню. Вот такое вот необычное совмещение. Сам ресторанчик небольшой, работает он с 12 часов дня. Время сейчас примерно 12:30, поэтому никого нет. Заняли ближний столик. В этом ресторане есть еще один зал, но пока здесь свет не включили, никого нет, людей мало. Флаг Таиланда. Красивое меню, оно сделано в виде альбома, твердой обложкой. Есть на английском языке меню. Такое не часто встретишь. Ну, на первой страничке сразу же видим различные роллы, но это не традиционные вот эти роллы японские, а именно как вот эти вот спринг различные. Классические, с лангустином. Много выбора. Супчики, роллы 20, 18, том-ям 24 с курицей, с креветками 28. Очень-очень много выбора. Здесь не только тайская кухня, а еще и перуанская, и она у них называется как фьюжн. Вот, например, в этой странице мы их как раз не видим. Мы решили заказать себе желтое карри с рыбкой и также взять себе еще киноа пад-тай. То есть это будет вместо лапши киноа и приготовлено в стиле пад-тай. Это такая вот кухня у них фьюжн. Цена каждого блюда 32 соли. Нам принесли наше блюдо. Смотрите, как необычно выглядит пад-тай. Вместо лапши киноа, как я вам и говорила, арахис, различные специи, лайм, перчик, чили. Также мы заказали себе чаи. У меня фруктовый, у Кирилла чай с манго. И у Кирилла еще такое блюдо. Это тоже фьюжн карри. Здесь рыбка, цветочки, помидоры черри. И рис идет еще карри. Я попробую сразу же мой пад-тай необычный. Он у меня еще с креветками. Весьма специфично.
Если бы я просто так попробовала это блюдо, я бы ни за что не подумала, что это пад-тай. И очень остро. Друзья, выглядит, конечно, просто перфект. Великолепно. Давайте сразу добавим немножко риса в это блюдо. Рис рассыпчатый. Ну что, давайте пробовать. И рыбка, и карри. Не знаю, с чего начать. Давайте с рыбки сразу же. Очень нежно. Просто безумно нежно. Здесь еще попадается кукуруза, томат, лук, цветочки, которые можно есть. Блюдо очень вкусное, обалденное, но тоже очень острое. Поэтому, если вы остро не любите, лучше, конечно, предупреждать об этом, чтобы делали медиум. Или вообще не спайси. Друзья, пока мы обедаем, представляете, уже почти полное заведение. Мало того, что занят соседний столик, еще и соседний зал почти весь занят. Несмотря на то, что сейчас обеденное время. То есть даже не вечерний, даже не ужин. Поэтому, во-первых, здорово, что мы пришли, пока никого не было, и все спокойно смогли заказать. А во-вторых, очень здорово, что это заведение пользуется такой популярностью. Ну, вот такая вот тайско-перуанская кухня. Нам она очень по душе, мы почти, смотрите, все съели. Периодически меняемся блюдами. Закончился наш обед, так же, как и заканчивается наш выпуск в Белом городе. Сегодня мы побывали в интересном месте, где бывает это Белый камень. Сейчас пойдем в отель, будем отдыхать, потому что завтра у нас сложная экскурсия, но вы все сами увидите своими глазами. Друзья, подписываемся на канал, ставим лайки, не пропускаем следующее видео, тыркаем колокольчик. Всем пока! Пока-пока!